Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал 10 лучших смартфонов Xiaomi на начало 2023 года. Думаю, в 2022 году многие заметили, как Infinix, Tecno и другие китайские бренды результативно о себе заявили и начали понемногу захватывать долю рынка смартфонов, повышая интерес и спрос на свои девайсы. Но пока в головах у людей с народным телефоном ассоциируется Xiaomi, никакой Infinix его не заменит. Поэтому в ближайшие годы многими любимый Mi бренд уж точно не потеряет свою актуальность, а достойная конкуренция только улучшит его. Поэтому сегодня я покажу вам, что конкретно можно взять в зависимости от бюджета и потребностей. Поэтому я разделил топ на 3 сегмента по цене. Бюджетные до 15 тысяч, среднячки до 30 тысяч и премиум сегмент. Я начну с бюджетной подборки, а вы пока лайк поставьте, подпишитесь на канал и нажмите на колокол, чтобы не пропускать новые рейтинги и обзоры. Ну что, поехали. Открывает бюджетный сегмент Xiaomi Redmi 9A. Самый простой и дешевый телефон. Он подойдет максимум как звонилка на каждый день. Ну и видео можно в YouTube смотреть. Дело в том, что здесь стоит максимально слабый процессор MediaTek Helio G25. Его мощности недостаточно, чтобы играть в какие-то игры, кроме 3 в ряд. Он будет виснуть и тормозить, если на нем запускать тяжелые программы и редко чистить. Но если взять версию с памятью хотя бы 4,64, страданий точно станет меньше. Конечно, лучше, если оперативная память будет 6 гигабайт. При таком раскладе он будет дольше работать без лагов. Но если вы не собираетесь покупать этот смартфон на следующие 3-4 года, то и 4,64 будет достаточно. А вот за что похвалить можно, так это за батарею. Ее объем 5000 мАч. Правда, заряжается она не так быстро, так как за это дело отвечает блок питания на 10 Вт. Но автономности на несколько дней в режиме средней загруженности обеспечена. За это спасибо в том числе экрану. Стоит немаленький дисплей диагональю 6,5 дюйма, но вот разрешение 1600 на 720. Да, хотелось бы побольше, хотя бы Full HD. Но если пиксели в глаза не бросаются, значит и претензий предъявлять нечего. А видосики в YouTube и посты в соцсетях и без Full HD хорошо смотрятся. По внешности здесь говорить не о чем. Спереди рамка приличного размера и фронталка в каплевидном вырезе на 5 мегапикселей. Сзади объектив с качеством фоток тоже на 3. Поэтому камерой можно пользоваться разве что в рабочем режиме. Сфоткала расписание, документы и все. Селфи и пейзажи приберегите для аппаратов, которые сделают это хотя бы на среднем уровне. Третье место занимает Xiaomi Poco C40. Этот смартфон тоже не выдает детализированные и яркие снимки, хотя здесь и на пару объективов больше. Добавили ширик и макро. Но все мы понимаем, для чего это было сделано и на каком уровне получаются фотографии. Давайте лучше о хорошем. Здесь у нас стоит процессор процентов на 20 помощнее, поэтому и работать телефон будет стабильнее, более плавно и с меньшим количеством лагов. Помогать процессору будет память. Здесь есть только 2 варианта: 3.32 и 4.64. Само собой, на перспективу лучше брать 4.64, тогда более плавно пойдут игры, которые с тормозами тянет Redmi 9A. Да, и сам телефон будет работать побыстрее. Поэтому доплата в несколько тысяч точно стоит того. По батарее тоже есть апгрейд. Здесь у нас уже на 1000 мАч больше, и зарядка тут на 18 Вт, а не на 10. Поэтому можно и посидеть за телефоном подольше и зарядить побыстрее. Но смущает момент с экраном. Здесь он стал больше на 0,2 дюйма. Не то чтобы страшно, но разрешение осталось такое же. 1650 на 720 пикселей. По матрице, само собой, обновлений тоже нет. Стоит такая же IPS, но не будем требовать нереального. Давайте брать то и наслаждаться тем, что есть. Например, здесь предусмотрели NFC. Конечно, все следующие телефоны моего рейтинга тоже имеют эту функцию, но они и стоят подороже. За такие деньги еще и такое удобство. В общем, мое почтение Xiaomi. Вторую строчку занимает Xiaomi Redmi 10C. А этот Xiaomi обошел прошлой модели по характеристикам процессора и камер. Здесь у нас стоит добротный Snapdragon 680. По сравнению с камнем, который стоит у Poco C40, этот имеет более мощные ядра с повышенной герцовкой. Конечно, от этого телефон игровым не становится, но для ежедневного использования это будет хорошим вариантом, так как заставить его зависать и тупить, просто сидя в браузере, YouTube и социальных сетях, сложновато. Хотя я не беру в расчет версию на 3.64, минимум 4.64. Если не забивать телефон под завязку, то и тормозить будет меньше.
меньше. Но еще есть версия на 428 гигабайт. На следующую пару лет я брал бы ее, так как можно меньше времени уделять чистке. По батарее ничего удивительного нет. Стандартная 5000 мАч. По сути, для всех остальных устройств из рейтинга меняется только скорость зарядки за счет более мощного блока питания. Но у этого такой же блок на 18 Вт, как и у прошлого Poco. Разве что батарея на 1000 мА меньше, но это уже не критично. По камерам расклад такой. Здесь основной объектив уже на 50 мегапикселей. Точно скажу, что фотографии будут получаться получше, чем у прошлых двух. Но вот разрешение фото и видео все такое же, максимум Full HD и 30 FPS, что для основной, что для фронталки. И если задняя камера может похвастаться хорошими снимками с какими-никакими деталями и натуральными цветами, то фронталке уже тяжеловато. Хотя и не удивительно. В ней стоит модуль на 5 мегапикселей, поэтому селфиться где-нибудь на улице при хорошем свете еще можно, но при минимальном потемнении будут появляться шум и начнут искажаться цвета. Ну и по экрану ситуация один в один. HD разрешение на 6,7 дюймовый дисплей. Вот этот единственный момент я бы записал в недостатки. Но если и вас это волнует, можете посмотреть на следующую модель моего рейтинга. Лидером среди бюджетников стал Xiaomi Poco M5s. Наверное, стоит начать не с того, что у него разрешение Full HD+, а с того, что здесь стоит матрица приличного уровня – AMOLED. Конечно, 2400 на 1080 пикселей – это прекрасно, но в разы больше удовольствия принесут яркие цвета и приятная картинка на экране. А хорошее разрешение только дополнит снимок мелкими деталями и сделает картинку еще лучше. Тем более, что здесь диагональ на 6,43 дюйма. Сам телефон элементарно компактнее и удобнее ощущается в руке. Да, без чехла корпус пластик пластиком. Но в таком бюджете другого быть и не может, поэтому не могу предложить ничего оригинальнее, чем надеть какую-нибудь накладку. По производительности ситуация критически не меняется, разве что внутри стоит камень от Mediatek, а не от Snapdragon. Может, кому-то это важно, но если заходить в игры, то Helio G95 по производительности ядер выдает на 20-30% мощности побольше, поэтому можно поиграть с более приятными для глаз настройками графики. Что касается памяти, есть три варианта: на 4,64, на 4,128 и на 6,128 гигабайт. Тут уже выбирайте каждый под себя. А если говорить о камерах, улучшение коснулось только передней. Задняя хоть и имеет объектив на 64 мегапикселя, фотки лучше от этого не становятся. А вот фронталка на 13 мегапикселей делает более приятные снимки с хорошими цветами. Поэтому этот смартфон для селфи явно лучше подходит. Конечно, есть еще и макро на 2 мегапикселя и ширик на 8, но толку от них все еще никакого. Хотя заднюю камеру можно оправдать тем, что она может снимать в 4К, в 30 FPS, но уже 4К. Это все-таки бюджетная категория, которая, кстати, на этой модели подошла к концу. Теперь рассмотрим, что я подготовил в среднебюджетной подборке. Третье место в этом сегменте занимает Xiaomi Poco X4 GT. Этот смартфон уже имеет реально приличный по мощности процессор Dimensity 8100. Он буквально в 2 раза мощнее прошлого Helio G95. Даже обычный человек заметит, насколько быстрее работает смартфон. Хотя, конечно, весь его потенциал смогут раскрыть только геймеры. Здесь, кстати, и экран для них подходящий. Максимальная частота обновлений доходит до 144 Гц, а за красивую картинку отвечает IPS-матрица. Конечно, не такую красивую, как на AMOLED, но если вы до этого пользовались только IPS, то и разницы не заметите. Остальное дело привычки. Главное, что разрешение хорошее, 2460 на 1080 пикселей. И для игр хорошо, и для простого повседневного использования. Батарея стандартная, все те же 5000 мАч, но вот уже скорость зарядки будет значительно выше за счет блока питания на 67 Вт. Поэтому можно иногда и забыть поставить телефон на зарядку. Все равно за 10-15 минут набежит процентов 30. А этого хватит на внезапные или просто длительные встречи. Камеры в этом Poco отличаются от камер прошлого Poco зернистостью, уровнем шума в темноте и передачей цветов. Все это в общей совокупности делает фотографию сильно качественнее. А если говорить о цифрах, то основная сзади имеет модуль на 64 мегапикселя, ширик на 8, макро на 2 и фронтальная на 20 мегапикселей. Второе место занимает Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. С этой моделью Xiaomi стали перепрыгивать прошлый Poco не по производительности, а как раз по камерам. Здесь внутри уже мощный объектив
объектив на 108 мегапикселей. Снимайте и днем, и ночью Full HD. Можно не париться по поводу ненатуральности цветов, контрастности и шумов. Просто делайте красивую фотографию, например, небо, и потом наслаждайтесь ей. Благо для этого есть подходящие алгоритмы, которые так хорошо работают над качеством. А для таких алгоритмов есть подходящий процессор Snapdragon 695. Да, он по мощности уступает Dimensity 8100 примерно на 30%. Но в играх вы все равно получите красивую и плавную картинку, так как здесь стоит Super AMOLED матрица, поддерживающая частоту обновления в 120 Гц. Конечно, придется немного понизить настройки графики, но уверен, что экран своими сочными цветами компенсирует потерю. Еще можно попробовать вернуть утраченное с помощью операционной системы, если выбрать вариант на 8-128 гигабайт. Но можно и остановиться на 664 или на 6-128. С таким раскладом большая разница между 695 и Dimensity 8100 будет заметна только при очень сильной нагрузке. А впечатления от гейминга, да и в общем использовании останутся такими же. Вот к чему не придраться, так это к батарее. Здесь стоит точно такой же аккум на 5000 мАч и заряжается таким же блоком питания на 64 Вт. Большего просто и не нужно. Лидером этого сегмента стал Xiaomi 11T. Тут процессор Dimensity 1200, который по производительности всухую побеждает 695 Snap, и камера, которая может записать видео и сделать фото в 4К разрешении. Само собой, все это функционирует на премиальном уровне и нехило так отличается от бюджетной линейки Redmi Note мелкими деталями. Даже элементарных глюков в разы меньше. Хотя за это скорее нужно сказать спасибо MIUI, оптимизированной не самым лучшим образом. Но этот телефон, как по мне, может стать отличным выбором для того, кто как раз пользовался только доступными сериями от Xiaomi. Эдакая золотая середина между флагманом и бюджетником. Хотя здесь явный скос к более дорогим моделям. Имеется все такой же набор камер, который не дает каких-то кардинально других фотографий или видео. Да, не забываем про 4К, но это все еще 30 FPS, что для видео с фронталки, что с основной сзади. Набор памяти тоже не самый широкий, операционная система только на один вариант, 8 гигабайт, а постоянной либо 128, либо 256. Но стоит отдать должное зарядке и экрану. Здесь все такая же качественная и яркая картинка на AMOLED матрице со 120 герцами. И такая же универсальная батарея на 5000 мАч с мощным блоком на 67 Вт. Но если вы зациклены на том, чтобы не идти ни на один компромисс с камерой, производительностью и золотой серединой, то вам нужен смартфон премиум сегмента. Вот мы и добрались до флагманов Xiaomi. Третье место занимает Xiaomi 11T Pro. Скажу сразу варианты памяти. Здесь их три: 8128, 8256 и 12256 гигабайт. Тут стоит процессор Snapdragon 888. Само собой, его производительность держится на флагманском уровне. Но, как ни крути, уступает Snap 8 первого поколения, который стоит у лидеров рейтинга. Поэтому можно было бы сказать, что смартфон больше подходит человеку, который редко играет в игры, но все равно хочет получать от этого максимум удовольствия за свои деньги. Под максимумом подразумевается не лучшие настройки графики, а качество картинки, плавность, время работы. Все-таки это не какой-нибудь чисто игровой Black Shark. Но что к экрану, что к батарее, никаких вопросов. Круглый дисплей, отличное разрешение и AMOLED со 120 герцами. Аккум на 5000 мАч, который заряжается от блока питания мощностью в целых 120 Вт, вообще вопросов не вызывает. Ну, разве что удивление, как за 20 минут можно зарядить 100%, не сжигая батарею. Но нет, батарея не умрет через полгода от такой нагрузки. И телефон не сгорит. Все охлаждение продумано и хорошо справляется со своей работой. Да и у камер никаких казусов не случалось. Все изначально снимает на высоком уровне, что Full HD 60 FPS, что 4К. Правда, фронталка может выдать только 30 кадров, но думаю, это не сильно большая проблема. Серебро забирает Xiaomi 12. Тут тоже три варианта памяти: 8128, 8256 и 12256 гигабайт. Любой можно брать и не париться следующие годы. Сразу после выхода эта модель прославилась своим серьезным косяком. Запотевал основной объектив задней камеры. Много хейта было в сторону только что релизной линейки, но Xiaomi подсуетились и быстро исправили проблему. Поэтому сейчас об этом можно не волноваться и брать аппарат на перспективу хотя бы 3 лет. Телефон делает отличные снимки и снимает видео на флагманском уровне.
уровне. Само собой доступна съемка в 4К 60 FPS. Процессор тоже не абы какой, а целый Snapdragon 8 Gen 1. Прошлый Dimensity 1200 у 11T точно не сравнится с этим драконом. Поэтому тут можно выбирать игры, исходя не из возможностей телефона, а по своим пожеланиям. Да, и графику можно выставлять красивую. Какие-то тяжелые игры по типу Геншина он, конечно, на максималках в 120 FPS не потянет, но более простые и оптимизированные, пожалуйста. Тем более с таким экраном. В вашем распоряжении 6,3 дюйма, 2400 на 1080 пикселей и OLED-матрица. Полный пакет не только для игр, но и для обычных просмотров видео, залипания в соцсетях. По батарее могу выделить одну особенность – беспроводная зарядка, причем мощность 50 Вт, поэтому зарядить батарею объемом в 4500 мАч можно быстро. В общем, довольно универсальный смарт, подойдет тому, кто хочет наградить себя за усердную работу реально хорошим устройством. С ним можно и простые рутинные задачи решать в удовольствие, и в тяжелые игры играть. Встречайте лучшего из лучших, повелителя Xiaomi и всея китайцев, ну или просто Xiaomi 12T Pro. На начало 2023 года это лучший Mi смартфон. Да, прошлые два не менее интересные и классные, но именно этот самый лучший. Расскажу почему. Начнем с того, что это полноценный камерафон. Помимо маленьких объективчиков под макро и ширик на 2,8 мегапикселей, есть серьезный босс, основной на 200 мегапикселей. Звучит, конечно, мощно, а фотографии и видео получается на том уровне, который вы ожидаете от смартфона. Конкретнее буду говорить о ночной съемке, так как при дневном свете очевидно, что фотографии получаются на высшем уровне. Я внимательно присмотрелся к снимкам 12T Pro и 13-го айфона и понял, что iPhone нельзя назвать победителем. Получаются одинаково детализированные, яркие и с натуральными цветами четкие картинки. В общем, не придраться. Xiaomi явно запарились над этой камерой. Есть небольшие улучшения по экрану. Увеличилось разрешение 2712 на 1220 пикселей. Да, это не такой критичный апдейт. Ну, хотя бы немного, но подкрутили этот момент. По батарее изменений нет. Те же 5000 мАч и зарядка на 120 Вт. Думаю, оно и к лучшему, так как пытаться сделать совершенно еще более совершенным – глупая затея. А вот процессор здесь Snap 8 Plus Gen 1. Он не то что 3 восьмерки уделывает, но даже предыдущий 8 Gen 1 обгоняет по скорости и сбалансированности. В общем, здесь тоже все на высшем уровне, без всяких подводных камней. Я просто не увидел модели, которая бы в совокупе обошла 12 Pro. Поэтому этим замечательным смартфоном я закрываю сегодняшний рейтинг. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор.